В воровской семье вспыхнул конфликт. Саша Кушнер имеет претензии к коллеге Бадри Кагуашвили. У того тоже накопились вопросы к Кушнеру. Что они не поделили? На днях стало известно об аресте 55-летнего вора в законе Саши Кушнера, который считается номер один в криминальном мире Белоруссии. Однако законники из других мафиозных кланов ставят под сомнение его статус. Кушнеров начинал обычным боевиком, хотя и при самой влиятельной на то время белорусской преступной группировке банде Морозова. Многие члены банды получили пожизненное, а ее лидера расстреляли в 2008 году, однако Кушнеру внезапно поменяли высшую меру на 15 лет заключения. А вышел он уже через 12 лет. В криминальном мире поговаривали, что авторитет был завербован силовиками Белоруссии для контроля за криминальным миром страны. Теперь следователи считают, что Кушнер искал исполнителей для покушения на одного из ключевых игроков кутаисской ОПГ Бадри Кагуашвили, с которым у белорусского законника давняя вражда. Этой весной Бадри организовал в Дубае крупную сходку, куда прибыл и глава крупного мафиозного клана Тариэл Аняни. Сходка должна была зафиксировать отношение воров к специальной военной операции и обещала стать настоящим событием криминальной жизни. Вопрос Кушнера на сходке не поднимался, но присутствующие на сходке Таро и Кагуашвили неоднократно заявляли, что не считают того вором. На сходке в Дубае авторитеты решили придерживаться старых воровских понятий: братва не должна брать в руки оружие и воевать на чьей-либо стороне. Однако обнулить противоречия и очиститься от современных изменений не получилось. А часть влиятельных украинских воров пошли вразрез с политикой кутаисских. Например, по мнению Лёры Сумского, каждый вправе защищать свой дом. Белорусские законники пока не высказывались о своем отношении к специальной военной операции. Возможно, именно спор законников о специальной военной операции привлек к ним внимание белорусских силовиков. Вызывают опасения силовиков и задекларированные на сходке намерения о примирении двух крупных воровских кланов СНГ Тариэла Аняни и Шакра Молодого, от которого на свободе за делами присматривает Кагуашвили. Считается, что изначально кланы поссорились именно из-за Белоруссии, которая является важным логистическим центром в экспансии постсоветских ОПГ в Европу. Законники через Белоруссию оказывают влияние на преступный мир Прибалтики. Также через Белоруссию осуществляется выезд в Польшу, которая в своей дружественности к ворам в законе в последнее время может уступить лишь Турции и Объединенные Арабские Эмираты. За последний год в Польше прошло несколько крупных сходок. Еще один важный пункт — Швеция. Там, например, довольно долго вел свои дела вор в законе Дмитрий Галеев. 10 лет назад у Таро и кутаисских, славящихся более щепетильным отношением к воровской традиции, было свое видение белорусского вопроса, отличное от позиции некогда крупного мафиози Аслана Усаяна, который в мае 2011-го короновал в московском ресторане «Каретный двор» сразу 5 авторитетов, в том числе и Сашу Кушнера, в качестве нового главного собирателя общака в Белоруссии. На той сходке не присутствовали кутаисские, которые узнали о произошедшем постфактум. Разгневанный Кагуашвили собрал тогда преданных воров и раскороновал новоявленных генералов преступного мира. В ответ лишился титула сам за смуту. Через год кутаисские в Дубае наделили титулом 5 белорусских преступников, также не признанных хасановскими. В итоге завязанный некогда Бадри клубок противоречий, запутавшиеся в ритуалах и контрмерах преступники не могут размотать до сих пор. Во многом ссора кланов деда Хасана и Таро произошла из-за личности самого Кушнера, которого кутаисские считают связанным с силовиками и вообще лишним человеком в воровском мире, которого нельзя подпускать к общаку. Кланы уже давно шли к примирению Шакра, которого считают основным наследником криминальной империи Усаяна, например, признавал, что Кушнер был ошибкой деда Хасана и даже лишал его титула. Но хитрый Кушнер вернул его с помощью другого авторитетного законника Надира Салифова. Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. При этом не забудьте нажать на колокольчик.